как просто управлять процессом при наличии Волдеморта. Ты просто должен, если его нет, то ты должен его создать. Помирить Россию с Украиной и одновременно нам сказать, что мы будем здесь продолжать воевать. А я вообще не понимаю, как те люди, которые себя уже поставили в эту повестку, в которой типа чуть ли не мертвые русские, это самые лучшие русские и тому подобное, как они вообще от этого избавиться? Когда мы действительно начинаем уже за взгляды немножко пугать партии, мне проще было бы, если бы знал, что они думают. Привет, вы на канале «Акцент». Ольга Князева и Евгений Антонов вас приветствуют. Во-первых, с Новым годом, дорогие наши подписчики, те, которые, возможно, видят нас впервые, и те, которые знают нас по работе на Латвийском радио 4. Спасибо, что вы у нас есть. Здравствуйте, это наше первое видео после того видео в конце декабря, когда мы сообщили о начале наших эфиров. И мы рады представить вам нашего первого гостя. Это известный латвийский политолог Кристиан Розенвалдс. Кристиан, здравствуйте. Добрый день, большая честь, конечно, быть первым. Я думаю, что это будет большое начало. Я верю в вас. Если это так пройдет, тогда... Ты всегда в нас верил. Да. Спасибо тебе, Кристиан, который был у нас на Латвийском радио 4 в открытом разговоре и в подробностях тоже неоднократно. И был всегда интересен и обаятелен, я бы так сказала. Давайте к делу, друзья. Да, от новогодней тематики далеко не уйдем. Хочется начать, наверное, с того, что произошло в новогоднюю ночь. Мы услышали два новогодних обращения от премьер-министра Вексилни и от президента господина Ринкевича. Вот эти обращения, они вызвали достаточно широкий резонанс в обществе. Вот какой сигнал они подали людям? А мне все-таки показалось, да, у Ринкевича, вот именно у Силани вообще такой был несколько такой поучающий тон, да, вот менторский, что вот вам надо то, да. Ну ладно, хорошо, пускай она, наверное, привыкла руководить в кабинете министров. Как мне показалось, когда Ринкевич сказал, давайте не искать врагов друг у друга. И мне кажется, что он это в декабре еще тоже говорил, его несколько достало, может быть, уже лично, вот этот поиск врагов вечный, который произошел у нас не знаю, там, осенью, предположим. Мне вещи, которые начинает говорить Ринкевич, иногда нравятся, потому что видно, что он тоже набирает не то что опыта, но набирает какую-то, можно назвать это опытом, да, который, может быть, можно сказать, он же опытный до этого был, но еще раз, когда ты в этом посту, ты, может быть, по-другому на вещи смотришь, да. Эта часть, она неплохая. Вопрос в другом, что когда ты видишь, когда президент говорит как философ, тогда нужно, чтобы помимо вот этим заявлением было кто-то, который эти философские инициативы или установки выполняет. Например, он говорит какие-то идеологические правильные вещи, а потом есть кабинет министров или как-то по-другому это выполняет. То, что я здесь вижу, что президент чувствует, и вот в этом там он неплохой, он чувствует те нюансы, которые народ говорит, а не то, что там типа бабушка из Бауса, как мы говорим, смеяться, да, но и бизнесмены, и политики, и политологи, и учителя, и не только. И он чувствует эту нить, и там говорит, ребята, мы же, как мы так все время друг с другом спорим. И тогда выходит он, как кот Леопольд, давайте будем жить дружно. Да? Но еще раз, это да, но еще раз, а следующий шаг какой? Потому что сказать, что будем жить дружно, одновременно не сказать другое, что типа да, но это же не, немножко пойдем обратно. Когда мы говорили о том, что в наших общих передачах до этого, что ты не можешь быть толерантный и прогрессивный только по отношению к геям. Ты должен тогда, там есть и нацменьшинство, есть те люди, которые совершили какие-то, может быть, неправильные поступки, даже в советское время или позже, которым мы должны посмотреть на их ошибки и в том числе толерировать к ошибкам. Да? Так что то же самое вопрос, который был в Удусаскане. Да? Ты не можешь быть левым только в одной стороне,
и быть не левым с другой стороны. Тогда или ты левый, или ты не левый. Да? Или ты прогрессивный, или ты не прогрессивный. Да? И то же самое здесь, например, что мы видим, что с одной стороны мы должны дружить домами. Ну, нет, ну вот в этом вопросе нет, там вот в этом вопросе нет. А таким же образом и создается эта повестка дня. Поэтому мы и живем в этом, как бы, ну, маленькая другая пауза. Не то, что пауза, а ремарка. То, чем Латвия как раз болеет, это в том числе есть нетолерантность к ошибке. Потому что мы настолько маленькие, но как только мы кого-то, ну, не так, нечаянно перешел улицу на красный свет, мы его списываем клеймо. Ну, еще раз, красный светофор, это еще такая мелочь. Но там человек может совершить ошибку все равно какую. Но, если мы смотрим Трампа, его выбрали после банкротства. А в Латвии, как только ты, например, Шлессерс уже списанный, Урбанович списанный, там, не знаю, там, премьер Кучинский, все равно, все они являются Щейлы, ну, конченые, да. А если мы смотрим, например, как может создаваться успех, тогда вопрос еще раз. Ну, еще и все его друзья конченые. Все его поддержка, которая поддерживает их, таких неправильных, конченые. Смотри, ну ты говоришь неправильные, но все эти неправильные сейчас не сказать, что они где-то там под ковриком валяются, да, они вполне себе в политике, тот же Шлессерс. Ну да, но он конченый. Для истеблишмента он все время там типа создается этот нарратив о том, что к чему он вообще, как он может, даже само наличие его за столом, это уже преступление. Здесь, на самом деле, может быть, немножко, вот я по-другому хотел бы спросить. Вот это действительно, наверное, терпимость к ошибке в Латвии не очень высокая. Но, тем не менее, вот как, потому что я вижу за последние годы, терпимость к ошибке власти довольно высокая. Мы видели за последнее время много скандалов, связанных с ошибками в госуправлении. Это и Rail Baltica, это и Air Baltica, это множественные другие ситуации. Тем не менее, все те официальные лица, которые отвечали за эти решения, они так или иначе на плаву, они на верхушке, и никуда они оттуда не денутся и не деваются. Одновременно мы видели в конце прошлого года довольно резкую мобилизацию общества вокруг ситуации со Стамбульской конвенцией, и общество показало, что ради определенных принципов, идей оно готово выходить на улицы. Вот вопрос в 26 году, который к нам пришел. Эта мобилизация общества, она как-то продолжится, она будет распространяться на действующих политиков? Нужно ли, грубо говоря, действующие власти бояться, что люди начнут с них строже требовать и спрашивать за те ошибки, которые власть допускает? Я боюсь, что нет. Почему? Потому что это есть форма управления. И не только мы анализируем процессы здесь, но и они сами анализируют процессы и создают какую-то программу своего действия. Я даже не думаю, что там она очень цинична, но частично там есть определенная доля цинизма в том плане, что типа пока ты все еще можешь все списать на Украину, на гендеров, на Стамбул, на любые другие подобные вещи, да, и народ это все еще проглатывает, потому что не надо нам анализировать правительство, мы должны на самом деле анализировать народ, избирателей. И если избирателей на это ведется, ну, значит он ведется. И я тоже не буду скрывать, я был как-то замешан в какие-то, ну, тоже замешан, но консультировал наших министерств и тому подобное. Я помню одну очень хорошую старую историю с Лембергсом, да, когда до этого, ну, это было правительство до Домбровскиса, но там было и Затлерс, и вся, ну, такая команда реформ, да. Будем, ну, на самом деле, было очень хорошие идеи. Честно, я помню эти идеи, и мне они очень нравились по поводу развития Латгалии, развития экономики, на этот новый план 2020, по-моему, как там был этот план развития. НАП, да? Да, и ты смотрел, думаю, ну, прелесть, по большому счету. Надо было только дожать и, ну, с тем же темпом идти вперед. Да. Потом был процесс по снятию Лембергса. Потом начался противостояние Лембергса к правительству, и все, что ты потом не делал, ты мог списать на это. Ну, есть некий Волдемортс.
Типа, самоуправление недовольны бюджетом. Чего они недовольны? Там же все ясно. Ну, Лембергс их подкрутил, накрутил, сейчас они будут протестовать, и никто не смотрит на вопрос по существу. Типа, у тебя есть наличие нарратив, что типа ты все можешь писать на это. Это было еще в то время, когда еще Украина не была актуальна. Да. Это был, по-моему, 12-13 год. То есть внешний нарратив, который позволяет... Да, ты должен просто... И тогда я понял для себя, что как просто управлять процессом при наличии Волдеморта. Ты просто должен, если его нет, то ты должен его создать. Да? И то, что я вижу, что частично люди умудрились этим заниматься. И это не то, что Украина не актуальный вопрос. Безусловно, актуальная. Но то, как мы его иногда раскручиваем, или того же Трампа, или других каких-то внешних врагов, я вижу, что там есть наличие того, и именно накрутки Волдеморта. Но этим занимается не мы. Этим занимается, у Путина есть свой Волдеморт, у Трампа есть свой, у Европы есть свои, у каждого есть свое, потому что, по большому счету, быть ответственному, и это опасно, мы можем прийти обратно к Трампу, быть ответственному и решать свои вопросы, на самом деле, не совсем возможно. Ну, когда ты смотришь на проблемы Германии с турками и внешними проблемами, когда ты смотришь на проблемы Испании, смотришь на проблему Великобритании или Франции, ну, к примеру, их не решать. Ну, то есть, чтобы их решить, ты должен всех своих людей заставить задуматься о том, что так больше нельзя и тому подобное. Когда мы видим, что они даже при увеличении пенсионного этого самого возраста на пару месяцев выходят на улицы, ты понимаешь, что для них ничего другое, кроме какого-то внешнего Волдеморта, это не поможет решить вопрос. А вот это интересный момент. Мне кажется, что вот у нас люди, да, как мы уже, Женя напомнил, вышли в Стамбульскую конвенцию, сколько там, 10 тысяч человек было. Но у нас, как я вижу, да, люди готовы биться за символы. Фактически Стамбульская конвенция – это символ, наверное, да, но при этом они не готовы, там, скажем, биться за свой кошелек, отстаивая, там, я не знаю, там, низкие доходы, там, налоги и так далее. Вот почему? В Европе, да, там 2 месяца пенсионный возраст пытались поднять, там была демонстрация, мы помним, там много чего и во Франции происходило, желтые жилеты и так далее. А в Латвии нет, такого нету. Ну, кошелек же должен быть ближе Я думаю, к телу. что там мы должны посмотреть еще другой вопрос. Я тоже задумывался по поводу Стамбульской конвенции, не по поводу его содержания, а по поводу именно протестов. Это то, что надо отметить, что если мы видели, кто там есть, это была молодежь, слава богу, что она активна. Вот то, что сделали прогрессивные, и там можно еще раз пересмотреть фильм «Легко ли быть молодым», и не только. Они создали такое молодежное движение, в котором заголосовать за прогрессивные идеи, по большому счету, прогрессивно, так можно и выразить. Да, модно, да. И быть в этом процессе тоже модно. Потому что, когда я с некоторыми общался, я не то, что их разводил, и не так аккуратно, не так, чтобы они это почувствовали. Типа, за что ты здесь? Ну, типа, мы же там, ты понимаешь, что они здесь из-за тусовки, в том числе, потому что это ихнее, социальный пузырь. Это неплохо. Но вопрос в том, что понимали ли они все, за что это вообще было. Наверное, это можно сказать про любой, честно говоря, молодежный бунт, что они не всегда понимают, за что они выходят. Но другой вопрос, это именно, если мы говорим, мы уже переходим в латвийскую политику, что произойдет. Ясно, что есть очень активный и прогрессивный электорат. Да? Не обязательно, что его возьмет прогрессивный. Потому что они как раз сейчас делают все, чтобы от них чуть не избавиться. Иногда они хотят быть белее, чем Венотиба в центре. Они хотят немножко, если мы до этого думали, что Венотиба будет их проглатывать, наоборот, может быть, даже они будут как бы вливаться туда и их куда-то в какую-то сторону упразднять. Это и то, что мы видим внутренние процессы, почему там нету Скайдрита Абрама, почему нету Элина Пинто.
ну, которые были две видные их женщины, да, и не только. Там будет интересно. Но то, что у нас есть активный электорат под названием прогрессивных, это ясно. И он есть. Это молодежное движение, которое, по большому счету, я в этом ничего, не то что опасного, даже плохого не вижу, потому что во всем мире студенческое движение, она левая, она идеалистическая, ну, типа всем по добру, ну, там ничего плохого в этом нет. Вопрос в том, что потом человек со временем, ну, не то что растет, а когда молодой парень является ультраконсерватором, это немножко странно. Ну, до 40, по Так же, крайней как мере. и мужчина в 60 лет, одетый есть такое. в кожаные штаны и в большой-большой прической, и прогрессивный, тоже странно. Но это... Да, тоже выражение даже есть какое-то, кто не был этим прогрессивным до 40 лет, у того нету сердца, а кто является прогрессивным после 40. У того нет головы. Да, знаете, Кристиан, вот буквально как раз это нас подводит к теме очень актуальной для наступившего года. Это осенние парламентские выборы. У нас будут выборы в Сейм в октябре. И что будет происходить? Мы видим очень такие разнонаправленные сигналы, и, очевидно, очень большая группа людей, которые просто не знают, за кого голосовать. Это какое-то общее разочарование в выбранной парламентской модели, или эти люди условно просто пока не получили свою партию, и кто максимально к октябрю сможет воспользоваться этим положением и одержать, на ваш взгляд, победу? Я думаю, что еще будет много изменений. Помните прошлые выборы? Вот как раз в январе, до начала войны, COVID, все проблемы с ковидом, Алдис Гобземс имел 20% поддержки, так же, как Шлессер сейчас. Да. Потом начались первые вопросы войны, он по большому счету был больше согласия, чем самосогласие, а согласие, в свою очередь, которое до этого было свои 20%, потеряло чуть не все. И как можно за один, чуть не месяц, с помощью внешних пунктов поменяться в повестке дня и повестке политики. Да. Ничего в мире не произошло, не изменилось глобально. Мы больше даже думаем, что еще все события впереди, их будет много, и как они будут очень влиять на ситуацию. Ну, например, мне очень, вот если мы смотрим по поводу речей, мне больше даже заинтересовала как раз речь Ступса, финского президента, да, в котором он немножко сказал по поводу, в том числе и мирового процесса, признавая, что ясно, что, скорее всего, цель мирового мира, она будет не всем понятна, как taisnīgs мир, справедливый мир. Да. И в этом, например, еще раз, если вдруг Трампу удастся, и не только Трампу удастся, например, помирить Зеленского с Путиным. Но ясно, что там будет вопрос дальше, еще раз, помирить Россию с Украиной и одновременно нам сказать, что мы будем здесь продолжать воевать. А я вообще не понимаю, как те люди, которые себя уже поставили в эту повестку, в которой типа чуть ли не мертвые русские, это самые лучшие русские и тому подобное, как они вообще от этого избавятся? Ты же уже 4-3 года живешь повесткой дня, что типа мы дойдем до Берлина, мы занесем в прах всю Москву, помнится песня Ленинграда и все остальное. Еще раз, а как тебе в этот, и это тоже будет влиять на латвийскую ситуацию, в том числе политики? Не только латвийской, и в других политиках. То есть, условно говоря, если до октября вдруг завершится каким-то результатом мирное урегулирование по войне, это может повлиять на исход выборов в Латвии? В этом? Безусловно. Так же, как до этого, Допустим, это урегулирование состоялось. Какие партии в наибольшей степени от этого выигрывают, а какие, наоборот, проиграют? Я смотрю социологию. И можно ей не верить, но она все-таки, есть данные.
Во-первых, Латвия странное государство, единственное странное, в которой 50% населения не знает, за кого выбирать. Потому что, еще раз, если мы смотрим 25% утрированно, говорят, что они не будут участвовать вообще, 25% говорят, что они еще не выбрали. Это получается 50%, а не 25%. Там, типа, это первое. Во-вторых, если мы смотрим по наличию людей в партиях, тогда, по-моему, там Шлессерс там обогнал сейчас, но по-любому это примерно, максимум, по-моему, 2500 людей. 2500 людей. Это, самые низкие данные по Европе, да, если мы смотрим на процентуально. Из этого ясно, что нету такого избирателя vienotības. Есть избиратели государственной партии. Да, есть, я за КПСС, потому что у меня есть возможность через него просунуться куда-то. Также, когда этого люди голосовали за Латвijas ceļš, Šķēles партии и не только. Да. Вопрос в том, что если вдруг, например, apvienotais saraksts, к примеру, или те же прогрессивные, или другие станут правительственной правящей партией, да, тогда вот будет интересно даже наблюдать, как все эти люди вдруг повернется, потому что мы оцениваем власть, а не это первое. Во-вторых, я думаю, что не надо анализировать именно то, что иногда думают. Вот у нас есть 20% vienotības, к примеру, и 25% нерешающих. Да? И вот смотрим, куда придет вот эти. И там, еще раз, все, я помню выборы 90, по-моему, это был 8-й год, а может быть 9, нет, 8-й, по-моему, все-таки. Была правящая партия ceļš, которая тоже казалась, типа, Латвijas ceļš. Это же, звезды, да. 5% не добрали. Нет, 2001 год, по-моему. Это был не суть важна. Но это было в 98-м, они были на пике, 2000. Неважно. Не добавили 5%. Да, кажется, типа, как такое возможно? Я верю в эту vienotību. Я верю, что, типа, при большом непонятности, хотя, еще раз, они будут пользоваться этим всеми нарративами, типа и про русских, и про Украину, и про Стамбул, и не только. Но все равно, если будет грамотная оппозиция, это тоже, на самом деле, очень важный вопрос, которого у нас нет. У нас нет ответственной оппозиции. У нас оппозиция очень часто занимается именно вот таким очень легким процессом прохождения по поляне. Да? Потому что, чтобы анализировать процесс, что неправильно в Rail Baltica? Нету, типа, если просто говоришь, что типа, они тратят деньги, и что? Ты должен вникать в вопрос, проследить, где воровали, где ошибки. Это не только Rail Baltica, это всех вопросов. Где отсутствие планового бюджета. У нас такого нету. Но у нас есть парламентская, все-таки была комиссия в Сейме по поводу Rail Baltica, тот же объединенный список, кстати, был этим, и они там докопались как до раз, сути. если мы говорим Кулбаргс, это редкий пример. Редкий пример того, что есть человек, который видит в оппозиции нишу, как проталкивать вещи. Но если мы говорим в целом, еще раз, у нас оппозиция 45%, но у нас же очень маленькая коалиция. В оппозиции у нас первая Шлессерс, националы, объединенный список и стабилитат. 4 больших фракции, по большому счету. У них есть консультанты, у них есть депутаты, у них есть госбюджет. Там ты можешь вырабатывать видение, ты можешь... Может быть, запроса нет, может быть, людям, которых избирают, просто это не нужно, потому что они анализируют не процессы в стране. Это еще одна ошибка, которая у нас есть. И там, по большому счету, опять можно сказать эту цитату, как мне говорят от Лембергса, что латыши делятся на 2 части. Те, которые за столом, и те, которые призывают тех, которые за столом, в надежде, что они попадут за этим столом. Нету того понятия, что, типа, может быть, этот стол надо убрать. Что, типа, эта лавка должна быть упразднена. Нет, мы говорим именно, мы анализируем не лавку, мы анализируем людей, которые у лавки. И пока это будет вот именно так. Ты говоришь фактически, призывая, не то чтобы призывая, но ты говоришь фактически словами того же Херманиса, Алвиса Херманиса, да, который говорит, что этот стол надо убрать.
Правильно? Что нужно бы, потому что, что раз, ну, стол, Но даже в этой партии, которая фактически только-только создалась, уже произошел раскол, как мы видим. Осталась сама вот типа партия без партии, и через буквально какое-то время Херманис сказал: нет, нам не по пути. Еще даже ничего не началось. Ну, с другой стороны, опять же, мы говорили про толерантность на ошибку. Да, может быть, Херманис не подобрал тех людей. Может быть, Херманис был не тот людей для Брокса и других людей. Ну и что? Ну, я вчера прослушал Брокса, прослушал в том числе и Херманиса. Я вижу, что будет новые силы, которые будут эту поляну немножко дергать. И вопрос в том, что действительно мне идея Херманиса, не то что идея, там нет ничего нового. Ну, ясно, что то, что как мы живем, что тот строй, в котором мы находимся, он опасен по большому счету. Но он действительно болезненный. Потому что... С какой точки зрения опасен? Ну, мы живем в структуре такой самосозданной элиты, которая сверхотстранена от процессов, которые происходят в стране. Она сама себя кормит. По большому счету мы уже давненько живем почти в социалистическом строе. Госуправление, у нас есть главный заказчик, это страна. У нас нету такого, если мы говорим про другие страны, где есть частично государственный бизнес или заказ, есть большие предприятия, которые создают свою уже инфраструктуру и тому подобное. У нас, если мы совсем честно говорим, что у нас главный заказчик это является страна, и мы живем в такой плановой экономике, по большому счету. И это все управляется людьми, которые больше всего думают про себя. И это тоже вопрос в том, что их нельзя в этом упрекнуть. Потому что я помню свою работу в Федерации бадминтона. Тоже сначала ты создаешь какие-то идеи, потом ты начинаешь обрастать уже своими клерками, своими за обязанностями, и тебе кажется, типа, нет, важнее же этот процесс. Как считаешь, этническое голосование? Оно было очень популярно все последние 30 лет. Сейчас, как мне кажется, что оно немножко стало спадать, но не исчезать. Существует ли вообще какая-то некая политическая сила, которая в русских видит не как угрозу или как такую электоральную проблему, но скорее как такой ресурс, полезный для развития страны? Знаешь, мне трудно судить по одной причине. Я боюсь, что мы сейчас заносим русские вопросы под ковром. Вот, например, вчерашнее заявление тоже прокуратуры по поводу стабильности. Мне не нравится вещи от стабильности, но еще раз, когда мы действительно начинаем уже за взгляды немножко пугать партии, мне проще было бы, если бы знал, что они думают. Потому что самое опасное, что может быть, это ковровая или кухонная политика, когда все с друг другом общаются, и мы даже толком не понимаем, о чем они говорят. И я действительно верю, что где-то в Советском Союзе, в московском политбюро люди действительно думали, что люди в кухнях ни о чем не разговаривают, что они искренне верят, что ЦК КПСС занимается правильным делом. Да, я верю, что они так верили. И вот я не хочу, чтобы вот такое было у нас. Потому что я лучше думаю, что они должны, я говорю сейчас русские, говорить о своих проблемах. С одной стороны, может быть, да, учитывая какие-то боязни, не боязни, это другой вопрос. Но и у нас все-таки тоже, в том числе и выборы являются закрытыми. И там тоже может быть интересная вещь. Типа, что мы все время думаем, что нет, там нет такого русского электората, типа никто же в этот вопрос не поднимает. Потому что, еще раз, мы создали обстановку, в которой он не поднимает вопрос. Потому что как только ты поднимаешь его, все, что русское, это кремлевское, мы знаем эти все. И на самом деле это опасно. Потому что мне проще было бы, что я знаю, что есть точка зрения, в котором она отстаивается, даже в Турции имеет там
свои взгляды в Германии или другие, но просто понять, что они делают. Другой вопрос, что мы как с ними толерировать и как это, ну, безусловно, сейчас есть украинская война, она, ну, немножко поменяла или заставила по-другому на вещи смотреть, но это есть сейчас в этой борьбе, если это можно так выразить, преимущество у всех национальных не только в Латвии, в Эстонии в том числе, не только в это, но все равно я думаю, что потому что вопрос, что мне пугает, это то, что мы с тобой тоже в эфирах и общались до этого, что иногда типа, Кристиан, ты же там зачем ты их защищаешь? Ну, зачем? Я, честно, мне нету никакого такого опеки над русским электоратом в Латвии. Но это он сам, ну, это не моя проблема, честно. Но я помню эту ситуацию с Кривцовой. Ну, к примеру, я тоже был чуть не один из первых, который застоял, типа, ну как можно не дать адвокатскую должность или там экзамен, не допустить к экзамену адвоката. А потом, чуть не 2 недели позже, адвокат начал говорить, типа, у нас прокуратура арестовывает, или там где был этот арест, нет, Кратишина. Да, обыск. Обыск или за задержание адвоката за то, что он был адвокатом к делу. А, ребята, а где же вы были вчера? Я же не спрашивал. Еще раз, это то, что я буду в Германии. Это не вопрос, там, типа, я защищаю евреев. Нет. Но когда ты начинаешь идти по этому пути, сегодня евреи, завтра цыгане, послезавтра придут адвокаты, и еще послезавтра рыжие. Ну, там, это всегда написано, ну, там все ясно. Да? И поэтому не вопрос принципов демократии. Если мы смотрим то же самое, ну, ясно, что хорошо, что Венесуэла, Трамп такой мудрый, а вот он показал и Путину, и не так подобное. Но сам процесс того, что мир идет по такому пути, мне не нравится. Дорогие друзья, вы можете, конечно, прислать вопросы и Кристиану. Я думаю, что Кристиан ответит, если будут точечные вопросы по тому, о чем мы говорили сегодня в эфире. Мы еще раз тебя позовем обязательно на эти вопросы ответить. Но эти вопросы могут быть адресованы и нам, и пожелания. Мы все прочитаем, обязательно все внимательно изучим. Да, мы всегда читаем ваши комментарии, очень внимательно отслеживаем всю обратную связь. И благодарны нашим подписчикам и тем, кто эти комментарии оставляет. Пожалуйста, пишите и следите за нашими новыми эфирами. Это канал «Акцент». До скорой встречи.